Никто не верит, что я готовлю ее так просто. Вкуснятина из ничего. Халва к чаю из манной крупы. Очень легкая в приготовлении и сметается на раз-два. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. В сотейник, неважно с каким дном, всыпаем 1 стакан сахарного песка, а затем заливаем его таким же количеством воды. Воды из-под крана. На плите нагреваем нашу неполезную жижу до полного растворения сахара. Все, хватит, снимаем с огня. Еще добавим в эту жидкость цедру и сок с половины кислого лимона. Это чтобы угощение не получилось приторно-сладким. Объединяем обе жидкости. На вид получается что-то странное. Не переживайте, мы все делаем правильно, по рецепту. Во второй сотейник сегодня будет немного грязной посуды. Забрасываем 100 грамм сливочного масла. Не скупимся, покупаем качественное. Доводим его вот до такого состояния. И только потом всыпаем наш основной ингредиент. 1 стакан манной и снова неполезной крупы. Но ведь иногда просто необходимо себя побаловать вкусненьким. Постоянно помешивая, жарим манку на среднем огне в течение 7-8 минут. Горсть измельченного миндаля всыпаем примерно на 4-5 минуте. Орехам будет достаточно пару минут, чтобы раскрыть свой аромат. По истечении 8 минут добавляем сладко-кислый сироп из первого сотейника во второй сотейник. Но только не весь за раз. Делим на 3 части. Нам надо, чтобы все продукты отлично подружились. Периодически помешивая, варим нашу не очень аппетитную на вид массу. Еще примерно 6-7 минут. Огонь остается такой же средний. А если честно, аромат по всей квартире был очень аппетитный. Дети ходили и восхищались: «Мама, ну как же вкусно пахнет!»
Готовое изделие можно разложить хоть по тарелке, хоть порционно по силиконовым формам, либо просто в пластиковый контейнер, конечно, тот, который предназначен для горячего. Даем остыть и приступаем к трапезе. Я даю немного остыть на столе, а потом ставлю на час в холодильник. При подаче рекомендовано присыпать молотой корицей и полить медом. Но это исключительно по желанию. Пробуйте, блин, вкусно! Приятного всем чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!